в прошлой серии «Бедной Насти». Говори, ведьма! Почему ты вся в крови? И при чем тут перстень? К убийству причастен главарь фальшивомонетчиков в этом уезде. И, по всей вероятности, он сейчас находится рядом с нами. Костя, что с вами? Опять набедокурил. Не угодил с подарком. А мадемуазель Нарышкина сегодня бледна. Думаю, ей был бы полезен свежий сибирский воздух. Ну а чего не попытаться еще хоть раз увидеть его? Перекинуться хоть парой слов напоследок? Мне нет дороги во дворец. Я хотела бы забыть тот день, когда впервые увидела вас. Лучше бы я совсем не приезжала в Россию. Потише, потише, давай, не поцарапай паркет здесь. Что они туда, кирпичи, что ли, наложили? Ну, Анна побрякушек разных набрала. Побрякушек? Платьев там. Она же в театр поступает. Красота нужна. Да, только я чувствую, красоты здесь пудов на 10. Нет ли известия от господина Оболенского? Это кто? Какое твое дело? Отвечай, если спрашиваю. Я про все знать должен. На мне, можно сказать, весь дом держится. Должны были сообщить, на какое время назначено прослушивание. Не приносили. Будут письма, беги к Анне. Надо же. Ничего не изменилось. Тут же диван, стол, фортепиано. Вот только дядюшки больше нет. Ну, ничего, Аннушка. Вот исполните его мечту, поступите в театр. Он там порадуется. Я пойду коней распрягу. Дядюшка, я очень вас прошу, помогите мне. Оля, ты даже не скажешь бывшей подруге «здравствуй»? Здравствуй. Ты за этим вернулась? Почему ты не хочешь, чтобы мы встретились с Александром? Оля, я говорила тебе уже. Ты не сказала главного. У вас роман. Браво, браво! Мои комплименты радушной хозяйке. Жуковский и не заметил, что вы не в себе. Ваши комплименты, кстати. Андрей Платонович, мне все лучше и лучше. Поздравляю. Да, а вот выздоровлю совсем, так выгоню вас из дома. Да? Да. Так, а куда же мы с Лизонькой-то подадимся? Я старый солдат, я могу и в нужде, и в холоде. А вот как же она, бедняжка? А вы, Андрей Платонович, поедете один. Да? И на все 4 стороны, О. да. Ваш брак с моей дочерью будет расторгнут. Да, я же выдавала ее в беспамятстве. Мое благословение не имеет силы. Беспамятство? Да ваше притворство уже никого не обманет. А ваше свидетельство никого не убедит. Ну, вы же знаете, у нас всегда прав тот, у кого больше денег. И уж я этим правом воспользуюсь сполна. А вы меня недооцениваете, Марья Алексеевна. Я ведь не последний человек в уезде. Могу и кое-что предпринять. Недавно убили того самого цыгана, который угрожал вашей дочери. Не ваших ли рук это дело? Да, в безумстве-то недалеко и до греха. Ну, я уже и цыгана убила. Не мелковато ли после барона-то? На цыгане тоже. Люди за такое деться, ну, если не в тюрьму, то в сумасшедший дом. Андрей это точно, Платонович, да. если бы я убивала всех, кто обидел мою дочь, так вы, Андрей Платонович, давно бы были на том свете. Руки короткие. Зато у вас слишком длинные.
раз уж вы заговорили об убийстве, этого цыгана, наверное, сами и отправили его на тот свет? А? У вас же какие-то делишки с ним были. И потом, как вы всполошились-то, когда он хотел рассказать о вас Лизе? Кто же вам поверит-то? Это правда. Безумной женщине никто не поверит. Но если вы будете на каждом углу говорить о моем якобы безумии, то слова мои будут иметь большой вес. Мне не жаль, что огонь, закипевший в крови, мое сердце сжигал и томил. Но мне жаль, что когда-то я жил без любви. Но мне жаль, что я мало любил. Все-таки тебя люблю, душа моя. При имени твоем трепещет, печаль по-прежнему сжимает грудь мою. Я за тебя, Создателя, молю. Я за тебя, Создателя, молю. А вы, Владимир Иванович, все с оружием забавляетесь? Никак испугались. Жалко будет, если сюртук испортите. Что, не терпится заколоть кого-нибудь, от нечего делать? Против твоего языка? Не то что шпага. Целая армия бессильна. Не думал, что так быстро вернешься. Вижу, ты скучаешь. Невероятно. Я имею в виду Анну. Анна на пути к своей цели. Ты-то чем расстроен? Страсти не дают покоя. Мне не до нежных чувств. Тебе знаком этот предмет? Судя по всему, им недавно кого-то прикончили. Ты, как всегда, проницателен. Я этот нож вижу впервые. Рассказывай, что произошло. Этим ножом зарезали Седова, цыгана. Перед смертью он сказал 3 слова: перстень, фальшивка, деньги. А вот имени убийцы назвать не успел. Ты знаешь, кто это? Все не так просто. Нож принадлежит Сычихе. Вот как. Мы пытались ее найти, но все тщетно. Я хотел бы просить тебя помочь мне в этом расследовании. А что здесь расследовать? Все и так ясно. Что ясно? Сычиха убила цыгана. Спасибо вам, Иван Иванович. Я никогда вас не подведу.
Владимир, как ты можешь бездоказательно обвинять человека в убийстве? Это не человек. От нее одни неприятности. Владимир, скажу честно, я подозреваю другого человека. От результатов следствия зависят судьбы многих людей. Тот, кто убил один раз, убьет и второй. Ты о Сычихе? Одно убийство уже сошло из рук. Кого она убила? Неважно. Кто-нибудь еще об этом знает? Да, но все предпочитают молчать. Одни думают, раз она ведьма, лучше с ней не связываться. Другие считают, что она совершила акт милосердия, а не преступление. Разве не велось следствие? Отец взял ее под свою защиту. Следствие закончилось, не успев начаться. Барон защищал убийцу? Именно. Но твой отец был сама справедливость. Он любил ее. Интересно, кто же передал тебе эти нелепые сплетни? Татьяна, служанка. Только, судя по выражению твоего лица, не такие уж они нелепые. Откуда крепостная может знать, что происходит при дворе? Раз кухарки сплетничают дворцовые, почему бы крепостной не знать? Хорошо. Александр и правда проявлял ко мне некий интерес. Но я не отвечала ему взаимностью. Я ни в чем не виновата. Он проявлял к тебе интерес. А ты, зная о наших отношениях, не пресекла это. Я пыталась. Ты предала нашу дружбу. Да я не давала ему даже намека. О, он влюбился в тебя. Скорее всего, это было просто увлечение. Прости, я не хотела тебе этого говорить. Я тебе не верю. Оля, когда ты уехала, Александру было очень плохо. И мы сблизились. Он обольстил тебя. Нет. Как ты можешь? У меня ведь есть жених. Какая разница? Для меня огромная. И потом принцесса Мария. Александр сбунтовался, он не хотел этого брака. Наша дружба была для него некой отдушиной. Я была частичкой воспоминаний о тебе. Он целовал тебя? Один раз. Как друг. Представляю себе этот дружеский поцелуй. Оля, ну почему ты мне не веришь? Потому что ты не хочешь, чтобы я с ним встретилась. Раз ты была частичкой воспоминания обо мне, он обрадуется, когда увидит меня, когда получит меня целиком, наяву. Я возвращаюсь в Петербург. Оля, ты ничего не изменишь, он женится. Врешь. Все врешь. Решила поудобнее устроиться. И женишок рядом, и с наследником интрижка. Опомнись, что ты говоришь? Правду. Как я могла довериться тебе? Ты подлая, мерзкая интриганка! Ты хочешь сказать, что у твоего отца с Сычихой... Любить не всегда значит быть любовниками. Прошу тебя, расскажи все, что можешь. Да, странно. После нашей с тобой вражды мы говорим о моих семейных тайнах. Я не считаю, что это была вражда. Просто размолвка. Ладно. Пойдем. Никита, вот странно, да? Если прослушивание назначено на сегодня, ну могли же они уже объявиться? А? Еще объявятся. Думаешь? Уверен. Театр. Это вам не кобылу запрячь.
Да, ты прав, Никита. Это намного серьезнее. Послушай, а может им что-нибудь из Грибоедова прочесть? «Горе от ума», например. М? Тогда сразу примут. Думаешь? Хотите ли знать истины два слова? Малейшая в ком странность чуть видна. Веселость ваша не скромна, у вас тотчас уж острота готова. А сами вы. Я сам? Не правда ли смешон? Да. Грозный взгляд и резкий тон. И этих у вас особенностей бездна. А над собой гроза куда не бесполезна. Я странен. А не странен кто ж? Тот, кто на всех глупцов похож. Молчали, например. Примеры мне не новы. Заметно, что вы желчно всех излить готовы. А я, чтоб не мешать, отсюда уклонюсь. Постойте же. Раз в жизни притворюсь. Оставим-те мы эти прения. Во! Марья Алексеевна, чем чаще вас вижу, тем больше вас видеть хочется. И я век бы вас не знала, Андрей Платонович. Приятный вы человек, княгиня обходительный. Актриса, правда, никакая. Подлец. Но это, говорят, с опытом приходит. Я тоже слышала, что убивать в первый раз трудно, а потом, говорят, привыкаешь. Это у вас кровь, Андрей Платонович? Где? На рукаве. Соус. Вчера за обедом курицу подавали. Эки вы неаккуратный. Слугам прикажу, почистят. А мне вот, Марья Алексеевна, пьеса одна гениальная вспомнилась. Там героине тоже везде кровь мерещилась. После того, как она сама всех переубивала. Макбет называется, помните? Ну, как же, как же. Сильная была женщина. Только плохо кончила. Ну, это в пьесе, Андрей Платонович. В жизни-то по-разному бывает. Да-да-да, в жизни по-разному. Тут, думаю, все, убийцу цыгана никак не найдут. Видать, сам Шекспир у вас в учителях? То уж мне-то не было причин его убивать. Да. И старого барона Корфа, и муженька собственного со света жить причин, значит, не было. Безумная была. Оно и видно. Да вот, к вашей неприятности, Андрей Платонович, родные мои говорят, что я скоро поправлюсь. Когда? И рассудок мой будет в порядке. По дружбе не подскажете, когда? Да вы сами почувствуете, Андрей Платонович. Потому что я с легкостью докажу, что это вы убили цыгана. Ах, Андрей Платонович. Господи, прости ее неразумную. Сова не ведает, что бормочет. Здравствуй, Варечка. Ой, барин, ой, сами на кухню пожаловали. Я б, коли знала, так прибралась бы. Не суетись, Варюш. У меня обед поспел. Может, я попотчую вас? Позже, некогда. Ой, барин, нынче капуста уродилась. Мы катками наквасили, кочанами, вилками. И крошево, и праздник воскресенье будет, так я пирожков напеку. Спасибо, Варечка, и спасибо. запеканку капустную и устроим. Спасибо, Варюш. Спасибо, Варечка.
Лучше кухарки во всем уезде, говорят, не сыскать. Весь дом твоей стряпне радуется. Да, ну уж, барин, захвалите. К тебе раньше сычиха частенько захаживала, а теперь что-то не видно. Случайно не знаешь, где она? Сычиха? Так она же... Не знаю. Не заходит и все. Это ее нож? Ну, может, и ее. Откуда я знаю, барин? Я давно ее не видала. Как же давно, Варвара? Сегодня утром она к тебе заходила. Утром? Нехорошо, Варя, господ обманывать. Вы ничего не путаете, Карл Модестович? Заходила. Вся кровью перепачкана. Я начал было расспрашивать, что и как. Да вот Варвара помешала. Виноватая, барин. Неправду сказала. Боялась, что вы про сычиху нехорошее подумаете. Она уж правда ее. Она мне курицу резать утром помогала, вот и испачкала. Опять врешь? Я слышал, сычиха говорила про какого-то цыгана. Как же так? Варя, цыгана-то убили. А ты что-то скрываешь. Если спрашиваете про убийство, так лучше у Карла Модестовича. А сычихе незачем было цыгана убивать. Так. А мне-то что за радость? С больной головы да на здоровую. Этот нож найден на месте преступления. И, судя по всему, он принадлежит убийце. Неправда, барин, ну неправда это! Варвара, где она? Барин, вот чем хотите, поклянусь, вот побожусь, не убивала она. Нас-то обмануть можно, Варь. А вот Бога вряд ли. Смотри, накажет. Пойдем, Миш. Прошу прощения. Я случайно услышал ваши последние высказывания в адрес моей невесты. Скажу честно, мне они не понравились. У вашей невесты появилась дурная привычка врать. Вы едва знакомы, однако беретесь судить о ее привычках. Мы давно знакомы. Это Ольга Калиновская, бывшая фрейлин императрицы. И моя подруга. Сударыня, кем бы вы ни были, я не позволю вам называть мою невесту лгуньей и придумывать фальшивые предлоги для того, чтобы остаться в моем доме. Я прошу вас незамедлительно уехать. Непременно. Я распоряжусь насчет лошадей. Пойду к себе, соберу вещи. Ты по-прежнему собираешься вернуться в Петербург? Ты по-прежнему пытаешься меня остановить? Я хочу предупредить тебя, это очень опасно. Ты мне угрожаешь? Я пытаюсь спасти тебя. Странно, что ты этого не видишь. Я вижу только то, что ты все время встаешь между мной и Александром. Так не получится. Последи лучше за своим женишком. Лошади скоро будут готовы. Если вам нужна помощь, я пришлю горничную. Благодарю вас. Вы очень внимательны. До свидания, милочка. Надеюсь, мы еще встретимся. Желаю вам счастья. По-моему, я только что потеряла лучшую подругу. Значит, подруга была не самой лучшей. Она не понимает, во что ввязывается. Перемелют, как в жерновах, и выпросят. Каждый сам выбирает свою судьбу. Спасибо тебе. Мне? За что? За то, что ты у меня такой добрый и нежный защитник. Я обязан тебя защищать. Кстати, а откуда Татьяна узнала об этой истории с Александром? Татьяна? Да, именно она рассказала все Ольге. И та устроила мне сцену ревности. У вас настолько доверительные отношения? Я
Ты обсуждаешь такие вещи с горничной? Я просто вернулся из Петербурга обиженным на тебя. Мог сболтнуть лишнего. Ну хорошо, я прощаю тебя. Жаль, что теперь пойдут сплетни. Как пойдут, так и закончится. Я очень люблю тебя. Мой герой. Аннушка, что с тобой? Да ничего, Никита. Воспоминания нахлынули. Петербург, этот дом. Слишком много с ним связано. Понимаю. Да еще и посыльный из театра задерживается. Послушай, Никита, а может быть, господин Оболенский вообще передумал? Что же он тогда за директор? Если у него сегодня одно на уме, а завтра другое. А когда мы с ним в последний раз виделись, может быть, он подумал, что для меня не самая главная сцена. Не может быть. Все знают, что ты мечтаешь стать настоящей артисткой. Может быть, мне сбегать в театр, а? Да нет, что-то слишком навязчиво будет. Да почему навязчиво? Это же для благого дела. Все поймут, что ты душой болеешь за театр, хочешь на сцену. Лучше не уговаривай. Давай подождем. Ну нет, так нет. Будем ждать. Ох, и накостыляю я ему за опоздание. Этому посыльному. Ну что ты, Никита? Так вы и есть та самая Анна? Не на прослушивание. Много слышал о вас хорошего от Сергея Степановича. А где он? Вы знаете, к сожалению, князь немного приболел, поэтому мне поручил принять вас. В письме об этом сказано. Это даже к лучшему. Что, князь заболел? Нет, что вы слушать будете. Ну что же, слышал о ваших талантах, вы еще и красавица. Ну что же, с чего начнем? Пушкин. Евгений Онегин. Карл Модестович, у меня к вам дельце. Весьма, так сказать, конфиденциально. Говорите быстрее, Андрей Платонович, а то сейчас Варвара притащится. Буду совсем краток. Это ваше. С чего такая щедрость, Андрей Платонович? Хочу, чтобы вы купили себе поместье, ни в чем себе не отказывали и уехали как можно быстрее. Отец родной. Откуда такое расположение? Ни с кем не прощаясь, ни с кем не разговаривая. Избавиться от меня хотите, господин Забалуев? Что это за деньги? Какая разница, вы их хотите получить или нет?
Это смерть цыгана вас на такую щедрость сподвигла. И Репнин меня на сей счет уже допрашивал. Он знает, что мы с вами проигрались этому седому. Что же получается? Если я уеду, подозрения в убийстве на меня падут, а там и до ареста недалеко. Никто вас не тронет. С такими деньгами вам вообще теперь ни до чего нет дела. Пока вы догадки строите, я ведь могу и передумать. Кто я? Кто ты? Яблочко попробовал. Ты слышишь? Она... Яблочко Она последняя сволочь. Очень даже хорошо. Не хочешь? Яблоко. Ничего не знает. А потому что ничего не умеет. А я ей говорю, что... Меня слышишь? Вот. Опять. Ты же ужин. Сударь. Подвинься, милок. Что ж, любезный, у вас такая грязь кругом. Или приглядеть некому? Приглядывающих много. Оттого и грязно. А кому не нравится, тут-то не задерживаются. Мимо пролетают. А мы можем помочь побыстрее вылететь. Да. Коленкою под зад. Тихо! Не обращайте внимания. Пьющий народ. Он хуже скотины. Да, я знаю. Свинья всегда грязь найдет. Кто свинья тут, а? Хватит мычать! Работать мешаете. Что заказывать будем? Выпивки какой-нибудь, только самый лучший. Ну и на зубок чего-нибудь позабористей. Вот винца могу предложить. Французского. Только вчера из Парижа. А твой Париж часом не в цыганском ли таборе находится по соседству? Для истинных ценителей можно из Петербурга заказать. Только ждать долго будет. Долго? Суток двое. Нет, любезный, так долго я ждать не могу. Вот что, братец, налей-ка мне водочки. Только самой дорогой. А у вас хватит на дорогую-то? Ну, не знаю, на стопарик наскребем. Да, про закуску не забудь. Жить представиться. Герой Отечественной войны. Дальний родственник самого Кутузова по материнской линии. Иван Ковалев. Что тебе надо, родственник? Налей чарочку. Поиздержался во славу русского оружия. Тут, наверное, все герои. Все как один. Герои все как один. Мы Так все... точно. Некоторые еще с Полтавской битвы сидят. Вот вам водка. Лучше только у государя-императора. А что? Вашество, налей. Наливай всем, я плачу.
Пожалуйста. Спасибо. Ума не приложу, куда она могла скрыться. Похоже, Варвара действительно помогла ей сбежать. Скорее всего, она уже далеко. Модестович подтвердил мои слова. Сычих убил цыгана. Если назовешь причину, готов тебе поверить. Она ненормальная. Этого недостаточно? Забалуев с Модестовичем накануне проиграли Седому в карты. Это у них были основания для убийства, а нож и подбросить могли. Господи, какой ж ты нудный. Когда дело касается человеческой жизни, можно быть занудой. Подожди. Мы забыли об этой комнате. Ну, конечно. С нее и надо было начинать. Мне надо поговорить с тобой. Мне наказали еще половики вытрясти. Успеешь. Я доверял тебе, а ты предала меня. Что случилось, Андрей Петрович? Ты рассказала госпоже Болотовой историю про Александра и Наташу. Зачем? Мне просто захотелось с кем-нибудь поделиться. Мы с вами последнее время так мало видимся. Короче говоря, тебе захотелось кому-то разболтать чужую тайну. Простите, Андрей Петрович. Ты хоть понимаешь, какие последствия могут от этого быть? Ты знаешь, что госпожа Болотова не та, за кого себя выдает? Как? Так. Это бывшая фрейлина императрицы. И все из-за твоего длинного языка. Это все из-за вас. Ах, из-за меня. Мне иногда кажется, что вы с Наташей только притворяетесь, а любите по-прежнему меня. Так, давай, чтобы не было недоразумений. Я люблю свою невесту, Наташу. Я с ней счастлив, и ничего другого мне не надо. Как же я? Наши отношения были недоразумением. Не надо так. Ты сама все перечеркнула. Хорошо, что я вовремя узнал. Я не хотела. Наши отношения закончены. Навсегда. Бери, говорит Карлуша. Все мои деньги. Поезжай в Курляндию. Купи себе самое большое поместье на свете. И живи на радость людям. Кто говорит? Дядя! Так он же умер. Когда? Ты же сам говорил. Дядя умер, оставил наследство. Ну, правильно. А я думаю, откуда у меня столько денег? Выпьем за его здоровье. Чье? Дяди, который умер. Пора. Дела. Это вы все тут баклуши бьете. Дармоеды. А меня ждут великие свершения. Вашество. Хоть. Прощайте.
Гусь, как говорится, свинье не товарищ. Гуляем, значит. Так точно, генерал! Я не генерал, сударь, но повышение по службе предвижу. Вы арестованы. А вот, Михаил Александрович, и наши гости. Я знала, что меня найдете именно вы. На этот раз ты не уйдешь от наказания. Вы знаете, почему вас разыскивают? Еще бы не знать. Покажи нож. Он ваш? Отвечай, когда спрашивают. Ты убила цыгана. А зачем спрашивать, если ты и так все решил? Я повторяю свой вопрос. Этот нож принадлежит вам? Да. Что и требовалось доказать. Ты же на все способна. Да. Это я убила цыгана.